Можно говорить о фиаско мирных инициатив президента Трампа или пока преждевременно подобное утверждать? Ну, во-первых, надо сказать, что можно только поприветствовать поведение и заявление Зеленского. И пойти на оппозиционный к Трампу канал, который Трамп терпеть не может, предъявить там претензии к Трампу, к его окружению. Причем Трамп увидел это, посмотрел, обратил внимание и отреагировал, и откомментировал это выступление Зеленского. Он просто великолепно сделал для России. Вообще, если смотреть, как будут развиваться события, то смотрите, что получалось. Трамп очень хотел подписать сделку. Ради того, чтобы подписать сделку, он не трогал Зеленского, он не критиковал. Он, сдерживая к нему брезгливое отношение, он создал ему, ну, если не теплую ванну, ну, хотя бы такой вот ватный кокон, лишь бы он подписал соглашение. Зеленский что сделал? Зеленский нанял юридическую компанию, заплатил ей приличные деньги очень. Людей, у которых стоит задача тянуть, находить юридические заковыки, и для того, чтобы соглашение не подписали. Я у себя в телеграм-канале опубликовал уникальную информацию, ее нигде нет. Требования Украины, которые были заявлены на переговорах. Переговоры прошли в отвратительной обстановке. А было бы странно, если бы не так. Потому что я отдал перечень, кто из истории людей, представителей Украины, которые приехали на эти переговоры, это соросята. Люди, выросшие, то есть это противники республиканцев и Трампа. Он их собрал и послал договариваться. Естественно, они друг на друга, они друг друга не переносят. И он заявил требования, которые перечеркивают эту сделку. Трамп увидел выступление Зеленского, увидел заявление его переговорной группы, понял ситуацию и понял, что сделки не будет. У Трампа есть два пути. Первый — идти по пути Зеленского, по тому сценарию, который он предлагает, начинать торговаться за какие-то пункты, где-то идти на компромисс. И второй путь — махнуть рукой на сделку, либо не махнуть, но попытаться жестко задавить Зеленского. Мне кажется, учитывая психотип Трампа, сейчас на этой неделе начнется очень жесткое давление на Зеленского. Очень жестко. Я знаю, что заготовлены санкции и уже подготовлены пакеты на 8 человек в окружении Зеленского. Я знаю, что есть материалы, где Зеленский и его окружение воровали американские деньги. Это все придерживалось для того, чтобы он подписал сделку. Но если он ее не подписывает, то все равно надо давить, и это все будет вываливаться в ближайшее время. Ну а вы не думаете, что Владимир Зеленский это тоже просчитал? Да, естественно, он просчитывает. Естественно, он просчитывает, и, естественно, он до последнего момента он все считает, как ему сделать. Но он сделал свой выбор. Вот посыл этой переговорной группы, требования Украины, жесткое заявление, вы цитировали, показывали заявление Зеленского, с обвинениями Трампа в том, что окружение Трампа и Трамп повторяет российские нарративы. Ну, это просто плевок в лицо. И поэтому будет давление на Зеленского. Я считаю, что с вероятностью где-то около 90% эта неделя начнется жесточайшее давление на Украину. Я не думаю, что Трамп будет торговаться. Я думаю, что Трамп будет разговаривать языком ультиматума и еще сильнее ужесточать требования по сделке. Не подписали с украинской ГТС и природными ресурсами. Хорошо, добавим туда железную дорогу, атомные станции. Подписывайте. Не будете подписывать, будем
будем с вами воевать. Как воевать? Понятно, что рычагов у Трампа как на Украину, так и на Россию мало. Причем на Россию гораздо меньше, особенно в условиях того, что он начал конфронтацию с Китаем и тарифную войну. Но рычагов достаточно. Есть друзья Трампа внутри Европейского Союза. Вот ту сумму, которую называли выделение помощи Украине, я буду с ней детально разбираться. Дело в том, что одно дело анонсировать выделение. Вы имеете в виду заявление Каи Каллас? Да. Кая Каллас, да. Вот все, что было до сегодняшнего момента, я очень внимательно все отслеживал. Когда Зеленский приезжал в Великобританию, и там была военная помощь и так далее, все это в рамках тех соглашений, которые были подписаны еще год или 2 года назад. То есть это суммы, которые были выделены тогда, и сейчас просто их говорят, вот мы поставим. Но то, что они должны были поставить, это уже было в графике, это уже было проголосовано, это уже Орбаном было подтверждено. А новые поставки, увеличение поставок, это уже совершенно другое дело. И в случае политической поддержки Трампа, Орбана со стороны Трампа, у них может не получиться. А если это в рамках тех поставок, то кардинального увеличения не получится. Для того, чтобы перекрыть недостаток поставок вооружения и помощи со стороны Соединенных Штатов, Европейский Союз должен в 2 раза увеличить поставки. В 2 раза. И это надо проголосовать и провести, и у европейских стран, лидеров будет право вето. Я понял, Олег. Я понял, да. Я просто хочу обратить внимание на то, что мало кто обращает внимание. С июня месяца Европейский Союз снимает режим торговли, свободной торговли с Украиной. Это так прошло, такой вот новостью короткой. Это очень большие деньги для Украины. Это очень большие деньги. За счет того, что Украина могла поставлять свою продукцию на рынки Европейского Союза, одни из самых дорогих рынков в мире, это была чудовищная льгота. Теперь этого не будет. Соединенные Штаты поставлять оружие, я тоже думаю, не будут. И все не так уж хорошо у Зеленского.